Всем привет, меня зовут Алексей, это Наталья, мы команда The Robbie Architects, и сегодня вам покажем наш новый проект. Это ресторан, который располагается в центре Минска. Интерьер, он очень светлый, и это неспроста, потому что основная идея ресторана Simple — это концепция современной белорусской кухни. И чтобы эту концепцию отразить и развить, нам хотелось создать очень чистое и стерильное помещение, такое же минималистичное, как и, собственно, кухня, которая тут подается. Чтобы передать эту идею, мы сделали полностью чистое белое пространство, в котором выделили геометрический центр. То есть центр у нас черный, и тут есть какие-то шпанированные деревянные элементы. Это как бы важно, потому что мы обыгрываем идею все-таки белорусской кухни, и дерево — это очень приятный тактильный материал, который всем белорусам нравится. Мы использовали частично мебель, которая была уже в старом заведении. Это вот эти диваны и это вот эти столы и стулья. Притом столы и стулья мы просто перекрасили в белый. Это концепция sustainable living, когда мы используем часть мебели существующей. Таким образом мы сокращаем затраты заказчика на открытие нового заведения и даем как бы вторую жизнь уже существующим предметам. К ним привыкли пользователи старого заведения, и они увидели их тут в новом формате. Когда мы пришли в это место, нам бросилась в глаза его отличительная черта. Это два ряда панорамных окон, которые дают на самом деле супер много света в это заведение. И поэтому дизайн очень простой. Это очень важно, потому что сам свет, он играет тут очень значительную роль. И акцент, он на гостях заведения, и он на кухне, да, которая подается здесь. Также у этого помещения есть две террасы, которые можно использовать в будущем, поставить тут некое озеленение, и это будет дополнение летнее такое к вот этому заведению, то есть дополнительное пространство. Отсюда открывается отличный вид на город, на центр Минска. Хочется рассказать про организацию планировочного решения нашего ресторана. Естественно, начать с входной зоны. То есть на входе у нас есть таких два пилона деревянных, в которых спрятан на самом деле гардеробный шкаф. Здесь вы можете оставить верхнюю одежду. Рядом с ним пуфик, на котором можно подождать столика, если тут все занято. И с этой стороны, с правой, у нас есть композиция из винного шкафа и такой столика сомелье. Фишка в том, что это ресторан не только про белорусскую кухню, это еще ресторан, богатый именно своей винной картой. И это хотелось подчеркнуть именно при входе, что здесь вы можете не только приятно поесть, но и подегустировать вина. С этой стороны у нас располагается кипер. И это удобно, потому что при входе он выполняет одновременно две функции. Здесь может стоять администратор и встречать гостей. Сюда может подойти официант и записать заказ, который он принял только что возле столика. А если дальше пройти, то с левой стороны мы видим бетонные ступеньки, которые летом будут служить выходом на летнюю террасу. Там будет много столиков, навес под ними. Сейчас это в стадии разработки. С этой стороны мы видим такой коммунальный стол. Это одно из последних трендов, характерный для ресторанов. То есть общий стол, за которым может провести время большая компания. И мы, на самом деле, зону посадку старались максимально разнообразить в нашем интерьере. То есть здесь вы видите коммунальный стол, а дальше по бокам заведения это небольшие столики, они такие для парочек, условно говоря. Они находятся возле окна, то есть есть хороший вид. А в центре у нас располагаются диванные группы. Это мягкая посадка, и она больше про комфорт, больше для людей, кто хочет провести здесь много времени. И последняя зона посадки – это контактная барная стойка, то есть здесь находится бариста, здесь сидит гость, и это получается финальный штрих, то есть он находится в глубине заведения. И, как вы видите, у нас удалось разместить все виды посадки, поэтому каждый гость здесь найдет, где ему будет комфортно. Расскажу про барную стойку. Барная стойка у нас такая достаточно массивная. Она замыкает всю вот эту центральную черную ось.
И чтобы снивелировать эту массивность, я выбрала глянцевую фактуру керамогранита под черный мрамор. И в этом большом черном кубе, да, если можно так сказать, все отражается, все бликует. Таким образом, получается, что этот куб, он вроде бы как и массивный, но за счет отражения он легкий, он интересный, он контрастный, и также это глянцевая поверхность в контрасте с матовыми подоконниками. По центру основной темной оси у нас находится сервис тейбл. Это очень важный функциональный элемент для официантов. Здесь на полочке есть запас бокалов, воды, каких-то еще нужных, важных элементов для обслуживания клиентов. Над высоким столом у нас достаточно частый ритм из светильников. Это тоже такое усиление эффекта важности этого стола. Если говорить про конструктив стола, то здесь мощное черное металлическое основание, просто две металлические пластины и одна соединяющая их пластина. И очень такая массивная поверхность столешницы, она выполнена из натурального шпона, оттенок дерева тоже максимально натуральный, это светлый дуб. Специально отведено место для дерева, то есть это не случайный какой-то горшок с цветком, а прям вот мы планировали поставить здесь большое кашпо с впоследствии потом большим деревом, и это тоже такой знаковый момент. Это дерево должно быть как символ этого ресторана или как, не знаю, постоянный гость этого ресторана. Но это такой живой элемент в таком достаточно эскетичном интерьере. И потом, через несколько лет, это дерево вырастет и вот будет прям таким элементом экстерьера, наверное, как настоящее большое зеленое дерево, но вписанное в интерьер и живущее здесь. Давайте посмотрим санузлы. Они выполнены в такой же стилистике, как и все заведения, простые, минималистичные. И проходя внутрь, мы видим сделанный на заказ умывальник из бетона, который уже такой полностью собраны, то есть здесь у нас смесители, а здесь ниша для грязных салфеток, сюда же встроены, условно говоря, мыло и все необходимые принадлежности. И сам санузел с творчеством аккуратный и простой. Ребята, это был наш первый видеообзор на рестораны. Мы в дальнейшем собираемся делать на общепит какие-то обзоры. Если вам он понравился, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк и делайте все эти ритуалы, и мы будем снимать для вас крутой контент. Спасибо.